У меня сегодня такое хорошее настроение, потому что я наконец-то вернулась и снимаю разные видео вязальные. И знаете, меня прям вот так эмоции переполняют, потому что я наконец-то рассказываю о вязании. Я почти 2 месяца просто вот вязала и немного где-то в других соцсетях рассказывала о вязании, но во влогах на YouTube меня не было. И сейчас я вот собралась с идеями. Я поняла, что надо было снять мне какие-то новости вязальные, что у меня нового появилось. Про вязальные проекты я рассказала в прошлом видео, поэтому вот здесь вот оставлю, можете посмотреть, что я уже успела связать и что сейчас вяжу. Поэтому приятного вам просмотра, переходите, смотрите. А сейчас расскажу про пряжу. Что-то я купила, что-то мне подарили. Сейчас буду рассказывать, кто что мне подарил, и что я купила, и что я хочу из этого связать. У меня тут очень большая корзина, которую мне подарили подруги. Ну, точнее, не корзину они мне подарили, а пряжу, вот, которая вот здесь в корзинке находится. Все я вот сюда уложила. Мне подруги сделали на день рождения адвент-календарь, который я открывала, и в который было все пряжное, почти все. Практически все пряжное. Они на 100% знают, что я очень люблю вязать, и они вот поддерживают меня в развитии блога. Иногда там какие-то заказы, что-то тоже подкидывают. То есть друзья, там знакомые, знакомых тоже ко мне обращаются. Очень я им благодарна за то, что они реально понимают то, что мне интересно, что мне нравится. И я показывала вот в коротком ролике тоже небольшую такую распаковку подарков. Сейчас еще побольше здесь во влоге тоже расскажу. Мне подарили девочки бобинную пряжу. Я вот так каждый день открывала, и там бобинная пряжа. Это было так приятно, что я реально не ожидала. Потому что мои девчонки не так прям много вяжут. Недавно они только начали, и что-то по мелочи вязали. Я даже их научила, и я не ожидала, что они пойдут прям в один из моих любимых магазинов здесь в Корее, в районе Кангнам. Магазин называется N-Cols, и там они купили вот мне пряжу. Целых три бобины, пряжа, здесь альпака, шерсть альпака и акрил. В 200 граммах 670 метров. Получается 100 грамм это 335 метров. Тоненькая такая хорошая пряжа, и я бы что-то интересное из всего этого связала. Они вот одинаковые, цвета только вот разные. Я даже подумала что-то, возможно, полосатое связать, какую-то полосатую кофточку. У меня вот идеи какие-то вот здесь прикреплю, вот такие идеи были. Возможно, что-то вот такое связала бы. Возможно, я что-то даже отдельно из этого буду вязать, но что-то полосатое или двухцветное такое, может, мотивы какие-то тоже. Было бы интересно попробовать. Поэтому хочу такую красивую пряжу пробовать. Здесь написано, что спицы 3-3,5 подходят, а крючок 2,3. То есть достаточно такая тоненькая. Еще мне нравится, что здесь на пряже есть такой небольшой квадратик с обозначением образца. Если образец будет 10 на 10 сантиметров, связанный спицами 3,5 миллиметра, то получится 26 рядов, 26 петель на 32 ряда. Это так удобно, что здесь уже про образец и указано. Еще эта пряжа сделана в Корее. То есть корейская прям пряжа. Очень сейчас я заинтересована тестировать корейскую пряжу, поэтому очень я благодарна, что такое мне подарили. Еще здесь вот не пряжная, но вязальная тоже. Мне подарили вот такие вот квадратики. Здесь карточки с квадратами. 50 карточек. Мотивы, квадраты крючком. Отдельная вот книжечка есть. И вот карточки. Карточка. И здесь сзади схема. Можно вязать разные мотивы, пробовать. Я вот подумала, что можно будет даже сделать какое-то видео, как вяжу с вами вместе какие-то мотивы. Пока такое видео только не снимала, но идея такая вот появилась. Здесь очень много всего интересного. Вот какие-то рельефные линии тоже есть. Это как в пледе, который у меня мастер-класс был, и в Панаме тоже такие рельефные линии были. Поэтому с этим мы уже знакомы. И почти все состоят из нескольких цветов. Есть такие однотонные тоже. Очень разнообразно.
со всеми мотивами можно прям в этой книжке сразу же ознакомиться. Здесь на каждой страничке тоже вот такой мотив с описанием тоже есть. И вот фото тоже можно пробовать. Здесь, в общем, что-то интересное такое. Я вот такое вот сама не покупала, не видела, но девчонки нашли и заказали. Теперь еще у меня пряжа. Здесь моточки, тоже из этого же магазина, где вот бобинная пряжа. Они купили мне вот такие моточки, хлопок с акрилом. Мне кажется, похоже на Ярнард джинс, наверное. По структуре тоже вот похожие, по составу тоже 60/40, 60 хлопка, 40 акрила. И 30 грамм на 60 метров. Такая достаточно толстенькая пряжа разных вот цветов. По 5 мотков двух цветов. Здесь вот даже достаточно что-то, может для интерьера что-то связать. То у меня какие-то подушечки тоже хочется попробовать. Вообще для интерьера очень мало всего я вязала, кроме как вот подставки на стол. Я думала, что мне нужно что-то связать и связать большое количество остатков, потому что я что-то иногда покупаю или что-то от заказов, и что-то по мелочи остается, и у меня набралось. Я думаю, мне даже целый плед можно большой связать. Плед, корзинку, коврик, подушку. Я бы всякого такого даже навязала. Очень уже много всяких идей, когда бы это все успеть. Не знаю, может у вас тоже так? Но мне кажется, это у всех так, что сложно вот уложиться во времени, хочется много всего, а времени на все не хватает. Принесла еще одну бобиночку. Бобина такая большая, мне подарила сестренка. Такой голубой мохер. Сейчас открою, чтобы вот не шуршало сильно. Большая бобина, здесь никаких данных практически нет. Внутри печать только стоит, что это магазин Good Seal, если по-английски здесь написано Good Seal, то по-корейски это Good Shell. Shell это пряжа, то есть хорошая пряжа. Это магазин почти как склад. Я на нем еще, я в этот магазин пока не ездила, но вот сестренка ездила. Находится он чуть-чуть далеко, нужно как-то на машине прям доехать, на метро не добраться, и нужно забронировать заранее, как я поняла, вход в этот магазин, и достаточно там недорогая пряжа есть. Нужно, конечно, да, смотреть, изучать, что там по составу, и почему-то, когда при покупке никакой этикетки, никакого обозначения нет. Теперь тоже я не знаю, как с этим тоже разобраться. Но у них на сайте, в магазине могу посмотреть. И плюс, пока сестренка покупала, она фотографировала мне полочки, какие там варианты есть. Тоненькая достаточно такая пряжа. У меня прям много было каких-то идей. Хотелось попробовать. Даже хотела попробовать образцы сделать крючком. Есть такие... Возможно, это как кардиганчик, накидочка, такая кардиган, наверное, из цветов. Здесь тоже прикреплю, что я на Pinterest увидела. Выглядело очень красиво. Не знаю, смогу ли я попробовать. Если вам интересно, тоже отмечайте это. Может, и вместе даже будем пробовать из мохера. Вот такие интересные варианты с цветами, крючком. Может, спицами. Попробую образец и спицами, и крючком. Из чего лучше получается. Потом этим и будем вязать. Еще один очень большой подарок. Мне подписчица подарила пряжу. И сложила она вот в такой крутой чехол. И вы знаете, я даже не ожидала, что этот чехол... У меня этот подарок уже полгода. На самом деле, даже стыдно, что я раньше вот этого не рассказала, что я от подписчицы из Узбекистана получила такой крутой подарок. Здесь куча пряжи. Сейчас буду открывать, и хотела про чехол сказать. Я разобрала эту пряжу, сложила себе уже в шкафчике по видам. И этот чехол, я думала, как-то его использовать, как сумку. Сначала не придумала, как это использовать, она у меня на полке была. А потом я поняла, что этот чехол идеально по размеру подходит под мой планшет, под мой iPad. Он точно такой же. Теперь у меня это чехол для iPad.
И пряжа на самом деле уже не в чехле здесь лежит, она вот обычно на полках. Это я для видео сюда обратно сложила. То есть это чехол для айпада. Спасибо вообще большое Тане за такой крутой подарок. Я еще не успела, конечно, вязать, только вот столько проектов всяких было. Но я точно прям люблю эту всю пряжу и придумаю, что из нее связать. Без дела она лежать не будет. Это Alize Artisan, носочная пряжа. Я эту пряжу уже пробовала, она мне очень понравилась. Я вязала из нее носочки для себя, для мамы, для сестренки. Вот 3 пары из такой же пряжи, только другие цвета были. Мне прям очень это понравилось. Хотя носки у меня были тогда первый раз. Но пряжа такая приятная, и петельки так ровно ложатся, и носки потом такие плотные, хорошо стираются. Рада такой пряже, то что она супер вош, ее можно стирать в стиральной машинке, это прям вообще... Хотя я и так много всего в стиральной машинке стираю, но если какие-то вещи нужно специально там шерсть все выставить, а это просто даже обычно стирается, вообще обожаю. Еще 2 моточка, это Air Drops Air коричневый. Я сейчас сама в коричневом, я люблю коричневый, вот вязала такой свитер ранее, уже ему сколько, он уже не новый, и коричневый я люблю, я думаю, он мне идет. И здесь еще вот такая мягкая пряжа, такая интересная здесь ниточка, как шнурочек набитый. Ну, набитая альпака, я думаю, многие это знают, это не что-то прям новое, наверное, никого не удивлю. Все знают, многие любят, и если вы можете придумать, что связать можно из 2 моточков, мне будет очень приятно узнать ваши идеи, что связать из 2 коричневых моточков. Здесь 100 грамм получается, 50-50 грамм. Шарфиков у меня уже много, точно это не шарф. Хотя, может быть, что-то вот повыше, шапку какую-то. Или 100 грамм даже может на что-то, если на крупных спицах вязать, может даже какую-то жилеточку. Интересно, как думаете, на что это хватит? Так, точно какой-то аксессуар. Это вообще очень мягко, очень приятно. Точно какой-то аксессуар можно связать. Еще дропс. Дропс Merino Extra Fine я пробовала. У меня есть шапка розовая. Мне понравилось из нее вязать. Я вязала даже крючком, и спицами. Думаю, эта пряжа вообще отлично себя ведет. И как это на самом деле удивительно, что подписчица, с которой мы даже в реальной жизни не виделись, а только в соцсетях общались, она прям чувствует, какие цвета мне идут. И здесь ничего нет какого-то яркого. Возможно, наши вкусы совпадают, или она меня почувствовала, потому что вы, наверное, уже заметили, голубой. Я покупаю голубой, мне голубой идет и нравится. И это голубой, 3 моточка. И вот это носочки тоже такой голубой, сероватый, я такое люблю. И коричневый тоже. Очень вообще все прям попадает в точку. И еще здесь интересный последний вот моточек. Это пайетки. И тоже они не яркие. Это вот на серой такой ниточке. Я прям в восторге, что все попадает точно в меня. И надо придумать что-то интересное из этого сделать. Возможно, в добавлении еще какой-то ниточки можно даже целую кофточку сделать. Здесь даже немало. Надо взвесить, сколько это грамм. Буду применять. Наверное, уже весеннее что-то можно связать. Или, если я не успею, уже на осень останется. Поэтому подарки вообще потрясающие. Я очень благодарна, что вообще вокруг меня появляются столько добрых людей, которые искренне вот так дарят мне что-то. И мне хочется тем же отвечать, и вам тоже такие же крутые подарки делать. Поэтому очень хотелось бы тоже встретиться и для вас сделать подарок. После вязания на заказ шарфа, красного шарфа, у меня осталось еще немного пряжи. Ну, как немного? Здесь целых 3 мотка Alize Superlana Maxi. 3 мотка с половиной. То есть получается 350 грамм красный. И в подарок, когда покупаешь 10 мотков,
в подарок был еще один дополнительный какой-то рандомный. Мне положили еще один розовый. Поэтому у меня 450 грамм Ализе осталось. 450 грамм Ализе. И я думала, что если я в сочетании с чем-то соберу, возможно, я смогу сделать какой-то вот такой вариант из бабушкиных квадратов, возможно, жилетку или кардиган. Но мне интересно, как вы думаете, этот тренд еще можно как-то продолжить, обыграть или красиво сделать? Или уже все уже не стоит? Он уже как бы изжил себя, и это будет уже выглядеть не стильно, не круто. То мне интересно, либо что-то сейчас придумывать, сделать и носить уже... Получается, уже как верхнюю одежду сейчас весной носить можно. Может, какие-то красивые фото сделать. Или уже лучше не стоит, оставить на осень, и тогда уже что-то там придумать. Там тоже будет интересно, что вы думаете. Я пока точно не придумала. Но у меня есть то, что я точно прям придумала. То, что у меня в идеях есть и в планах есть. Поэтому я, когда была в магазине, специально ходила в Сом-Сом. Сом-Сом, вот здесь видео есть об этом магазине. Магазин бобинной пряжи. Точно это вообще любимый магазин, потому что обожаю сейчас я бобинную пряжу, а там выбора много. Но только там по сезонам. Зимой, все зимнее, не было никакого ни хлопка, ничего другого. Поэтому вот это чуть-чуть только жаль. Хочется все-таки не только прям теплую пряжу вязать зимой. Мне бы хотелось что-то, например, в смеси с хлопком. Может быть, шерсть с хлопком или еще что-то. А таких вариантов там нет. Но в любом случае это один из все равно из самых любимых моих магазинов. Показываю следующий вот вариант, что я купила в магазине Сом-Сом. У меня прям такая навязчивая идея была связать сумку. Прям такую качественную, как вот под кожу, такую серьезную сумку, которая будет выглядеть дорого и вместительно, прочно, чтобы она там не тянулась, ничего. Поэтому я, когда ходила в магазин, вот этот Сом-Сом, увидела новые моточки вот такие. Это пряжа под кожу сделана. Сейчас один чуть-чуть открою, покажу. Пока пакетики эти не вскрывала. Он выглядит вот так реально, как будто кожаная сумка блестит, кожа. Я выбрала такой в цвет, наверное, как винный, бургундий, что-то такое красивое. Думала сначала насчет коричневого тоже. Сравнивала как-то варианты, и я подумала, вот это прям вот выглядит прям дорого, красиво. Надеюсь, у меня нормально что-то получится, и я обязательно вам покажу, если получится реально прям очень хорошо, и я все смогу посчитать, тогда и мастер-класс тоже будет. Буду все стараться сделать. Здесь в 150 граммах 83 метра, полиэстер стопроцентный, и образцы, которые я потрогала в магазине, были достаточно такие плотные. То есть сумочки держали форму. А я хотела как раз, чтобы это не тянулось, поэтому, чтобы не тянулось, думала либо полиэфирный шнур, либо какой-то хлопок, что-то такое. Но что я не люблю, можете, наверное, что я не люблю, наверное, можете, да, меня осуждать и, может, за что-то не любить, но я не люблю трикотажную пряжу. Сумки из трикотажной пряжи мне не нравятся. Может быть, может, какие-то другие хорошие варианты прям не видела. Не знаю. Либо, может, с моим стилем несовместимо как-то. Мне вязать из нее было неприятно. Мне и вязать из нее не так сильно прям понравилось. Хотя я пробовала, да, немного вязать. Есть варианты, которые я связала. Есть сумка, которую там связала. И я вижу обычно, как из трикотажной пряжи вяжут. И она выглядит так, сумка, обычно тяжело и массивно. Возможно, это только сейчас мне не нравится. И может, я что-то чего-то не попробовала и смогу распробовать. Но я поэтому решила попробовать пока другой вариант. И трикотажную пряжу не искать и не брать. И буду вот такой, которая похожа на кожу. Возможно, у меня получится красивая, как кожаная сумка. Не знаю, продается ли в других странах вот такого типажа, да, пряжа, вот такого состава, полиэстер 100%. Но выглядит как кожа. Вот мне интересно.
Буду с вами тоже делиться, как это будет. В этом же пакетике у меня пряжа вот такая светленькая по цвету. Грей, бей-грей, видимо, бежево-серый. И я взяла к ней еще мохер. Попробую, поэкспериментирую, посоединяю вот так вот их вместе. Сделаю образцы. И сделаю образцы вместе, попробую повязать. Мохер с... Здесь шерсть, кашемир и нейлон. Вот эта пряжа, это тоже самое, только цвет другой пряжи, вот которую я вяжу свитер шторм для себя. В другом видео рассказывала про этот свитер. Это такая же, мне понравилась эта пряжа, поэтому я взяла такую же, только чуть-чуть другой цвет. И взяла вот, чтобы чуть-чуть было пушисто мохер. Буду соединять и пробовать, и у меня есть такая интересная идея. Здесь 100 грамм на 300 метров. Я взяла 300 грамм. Как спицами вязать больше, наверное, лицевой глади будет. Ну, пока на 100% не говорю, не уверена, но, возможно, да, будет больше лицевой глади. 300 грамм. Возможно, мне будет даже достаточно. Если будет недостаточно, этот магазин онлайн вообще легко заказать. Очень быстро приходит. По-моему, через день вообще заказ приходит. Сом Нит. Ссылку оставляю на этот магазин, на пряжу. Можете, да, тоже переходить, если интересно, заказывать или просто изучать их страничку. Еще у меня 3 бобины, но на этом все, да, я уже заканчиваю последнее. Сейчас объясню, что это такое. В магазине Encles, у них такое интересное лого вот здесь вот, такой милаш. В магазине Encles я взяла 3 вот такие бобины. 3, потому что это мужская одежда, и мне надо много. В одной бобине... Ой, я здесь бумажку отцепила, здесь бумажки были. В одной бобине, по-моему, было 200 грамм, и я взяла 3, получается 600, чтобы связать мужу свитер. И сейчас я вот думаю, если свитер связать... Это корейская пряжа. Пряжа с кашемиром. Он очень приятный. Я уже там на модели кардиганы и худи там висели в магазине. Я уже натрогалась, пощупала все. Мне прям так понравилось, что это так мягко. И полотно все такое забитое, петельки все такие без дырочек. Очень ровное, мягкое полотно. И я пришла тоже домой. У меня была идея. Муж у меня просил один свитер связать. Он у меня иногда такие заказы делает, уже пару раз вязала по его запросу. И он хотел, чтобы я ему свитер связала. Но пока я ему один вот свитер шторм связала, он сейчас носит, я не знаю сейчас, успею ли я связать ему второй свитер, который он у меня тоже просил. Потому что сейчас уже конец февраля. То есть март, апрель еще будет прохладно, а в мае прям уже будет вообще не до свитеров, будет очень тепло. Кажется, уже даже с мая, с апреля уже будет даже тепло. И такой свитер, наверное, и не поносить. Поэтому образец-то я связала. На пятерках, по-моему, я здесь на пятерках спицы связала. И получаются прям такие вот дырочки. Но я точно знаю, что после стирки этих дырочек уже не будет. Пряжа так распушится, и пространство все эти заполнится, поэтому можно быстро на пятерках связать. Не знаю только, смогу ли я сейчас начать свитер и закончить, потому что есть еще другие проекты. Поэтому я с ним разговаривала. Либо свитер, возможно, кардиган. А если кардиган, он с футболкой может же расстегивать, и еще, может быть, и в мае тоже поносить. Апрель-май. Ну, в общем, пока с ним обсуждаем, разговариваем. Мой заказчик вот такой. И здесь пряжа очень такая интересная по цвету, что она не просто черная, в ней есть такие крапинки серые. И как меланжевая немного получается. Или даже как твидовая чуть-чуть, что-то такое. Она должна быть очень... Потом после стирки классная. Я вот сейчас буду сначала свой свитер тоже довязывать. Я хочу сделать видео, как я связала парные свитеры. Вот этот шторм свитер мужской, который уже готов, и мой еще пока в процессе. Вот это видео сделаю. И хотелось бы что-то вот для мастер-класса снять, поэтому сумку, кардиган какой-то буду пробовать вязать. Если по мелочи что-то вот здесь буду на YouTube быстрее выкладывать, может резинку, еще что-то. А вот это я уже посмотрю, успеваю ли я связать ему
свитер, либо оставляю это уже на осень, ближе к осени начну вязать, пока может отложить. Ну, либо из этой пряжи я ему сейчас кардиган начну вязать, и вот между делом буду кардиган вязать, чтобы он уже в апреле-мае носил. А осенью еще другую пряжу куплю и буду ему вязать свитер, который он просил. Он хотел тоже какие-то интересные узоры и больше такой оверсайз, большого размера, потому что он любит очень свободные вещи.